Павлик, 30 годиков. Самая плохая идея — это не завтракать, когда можно завтракать. Ну да. Ну что, погнали? Сегодня у нас день превозмогания. 80 километров. Надо План. кремом намазать. Да, сегодня будет где-то плюс 27. Паша вон вообще в шортанах уже покатил. Фух, погнали. Сегодня была, конечно, интересная ночь. Вечером стих совершенно ветер. И началась мошка. Жесткая. Мы там как-то поужинали, от нее прятались, подсобрались, легли спать. Не знаю, где-то 10:30, наверное, мы уже по палаткам разбрались. Было прям офигенно. Я сразу вырубился. Проснулся где-то ближе к 2, наверное. Потому что стало очень холодно. Я понял, что резко снизилась температура. Луга, прямо скажем, холодная речка. Сейчас, по крайней мере. Я там немножко утеплился. Я листочку накинул. Пуховочку вовнутрь спальника пихнул, чтобы побольше было тепла. В общем, отогрелся. В 5 утра меня разбудила машина, которая проехала мимо моей палатки, а потом еще одна резко. Оказалось, что там какие-то рыбаки приехали, разгрузились, тачку бросили, и на второй, видимо, поехали куда-то дальше. Ну, наверное, вверх по течению. Считаю, что ребята были неправы. Но можно было как-то не проезжать мимо палаток, там есть рядом основная дорога, то не обязательно совершенно меня пугать и будить и все такое. А так вообще явно на речке много рыбаков. Да и вообще так, чуваков, которые отдыхают. Мы видели пару человек с лодками, кто вниз по течению плыл, кто вверх. Какого-то рыбака вдоль берега видели, который ходил там, закидывал. Искал, говорит, ни грибов, ни рыбы не нашел. В общем, места прикольные, очень красивые, довольно тихие. Трасса здесь как бы не очень далеко от воды, ну не знаю, может метров 500. Но трафика здесь нет, поэтому было очень тихо. Шума города здесь нету совершенно. Что-то неплохо сегодня прям идет. Проехали где-то 12 километров. Дорога, конечно, здесь не очень. Такой асфальт полушатанный. Ну и явно видно, что Ивановская, скорее всего, какой-то локальный центр здесь. И явно какой-то аграрный кусок области. Трактора, навоз, вот это все. То есть явно что здесь происходит. И жизни побольше на дороге. Вот. Видимо, поэтому она и разбивается быстрее. Сейчас катим на заправку. Где-то нам еще где-то 15 туда ехать. На заправке, надеемся, будут хот-доги. Какая-нибудь газировочка. В общем, супер здоровая походная еда, которая заменит нам сегодня обед. Где-то недалеко от Кингисеппа. Да, что-то, конечно, есть красивое в полях и лугах. И ветерке. Вот уже не первый раз замечаю, что на автобусных остановках одна идет просто с лавочкой, а вторая с павильончиком, с укрытием. Кстати, какая-то большая. Жду Романа на развязке. Что-то пока не видно. Девчонка там быстрее где-то вдалеке идет, чем он едет. Поедем туда, на Кингисепп. Короче, мы развязочку вроде преодолели. Дорога на заправку! Эй, там внизу уже Паша. Блин, постоянно, короче, от него отстаю. Привет. Здорово, здорово. Где-то там он все. Что-то хавает. Катим мы сейчас в Котельное. Там есть пятерочка.
Будем там сейчас затариваться килечкой, сырком, хлебушком. И там есть пирожковая, ну или кулинария, что такое. Так, мы налажали с треком и не смогли попасть в замечательный поселок Котельная или Котлы, потому что трасса туда вообще не заходит. Там типа объездная, видимо, какая-то новая. Вот, туда фиг съедешь. Пришлось сейчас по встречке фигачить, съезжать на какую-то грунтовку. И вот мы пытаемся по ней попасть в деревню. Здорово. Отдыхаем. Это поселок Котельский позади. И вот какой вид открывается-то. Ляпота и роман. Интересное было место. Я почему-то думал, что переезд на трассы будет, точнее, переезд трассы будет под основной трассой. Не знаю, как, почему я так думал. А оказалось наоборот, из-за этого там был такой вид прикольный. 45. О, блин, жара, чуть-чуть. 48. 50, Выкатили на шоссе. Отдок здесь, конечно. Вон что-то фура размотала колесо. Да, внутри этого мощный здесь рельеф. Там постоянно вверх-вниз, вверх-вниз. Паш, конечно, в своей пушке все время быстрее меня едет, там может на 5, на 10 километров в час. И снова грейдер. Снова грейдер. Па-па-па-пам. Парам-пам-пам-парам. Нам осталось где-то 3-4 километра до озера. Подъезжая к озеру глубокому. Вот такая дорожка. Насекомые уже в восторге. Кружат просто вокруг. И ждут, когда мы остановимся. Будет у них пир. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, чувствуется прям очень сыро. И прохлада такая лесная. Хорошая, короче, дорога. Мы уже сначала спустились не кисло вниз, а потом поднялись, потом что-то спустились. И вот везде такие большие лужи, которые, по сути, только пешком ходить. Нам еще километра полтора, наверное, вело толкать. Надеюсь, оно того стоит. О, кусочек получше. Тут, да, нормально прокатиться. Я надеюсь, мы справимся. Надо было толкать. А нет, справился. Иногда кажется, что лучше не рисковать, чтобы не упасть в последний момент перед самым лагерем. Последние мили самые сложные. Всегда концентрация падает. Люди делают ошибки глупые. Ну вот мы подъезжаем к озеру. Такое ощущение, что где-то в джунглях просто. Вон дорога туда идет. Вниз. Это само озеро. Пенечки, стол, лавки в огромном количестве. Каменистое дно. В общем, озеро выглядит вот так. Бушкрафтим гороховый супчик. Детеныш белоазиста. Кадр 300, сцена 2. Попытка снять Тихое озеро.
На самом деле я уже слышал самолет, я слышал поезд, слышал мотоцикл, разговор Паши и рыбу. Короче, тишины здесь нет. Тут, говорят, огромные сазаны водятся. Пытаюсь найти с ними контакт, так сказать. Пока на контакт приходят только комары и мошки. С этим у меня все в порядке.